эксперимент стартанул 17 апреля. Делаем мы все это на фьючерсах, на платформе Bybit. И все, что мы делаем, это наш опыт, наши идеи, наши предпосылки, ни в коем случае не финансовые рекомендации. И то, что мы вчера рассмотрели, вчера у нас тоже было очередное заседание, мы заседаем с понедельника по субботу, в воскресенье делаем небольшой перерыв и ничего не показываем, не трейдим, то есть трейдит тот, кто хочет, кто видит какие-то консолидации или определенные возможности движения цены, тот может, в принципе, трейдить. Но мы не рассматриваем и не делаем обзоры рынка. И вчера дорогой любимый робот сделал обзор рынка, и все пошло так, как было преднамечено. Я предполагал, что цена пойдет по монете Link вверх, но дорогой робот сказал, что все будет по-другому, хорошо проанализировал, доказал, почему так будет, и все пошло по плану. Да, если вам интересно, вы можете пересмотреть то, что мы делали в понедельник и выставили сегодня. Человек, который все время хочет оставаться в рынке, заходит мелкими движениями, а можно было собрать большую и хорошую прибыль. Но посмотрим загружаю TradingView, посмотрим, как все получилось у меня. Зато у тебя очень быстро приходит опыт и как надо делать, и как не надо. А на рынке на самом деле важно это психология, и она занимает, ну, если однозначно больше 50% успеха на рынке, и говорит это о том, что когда ты психологически готов к любому итогу, который произойдет в твоей сделке, то ты воспринимаешь рынок спокойно, и у тебя все, а когда ты спокоен, ты принимаешь взвешенные решения, и все у тебя получается. Поэтому озвучь свои взвешенные решения. Да, ну вот мы сделали, завчера мне удалось сделать, к тому же я был в дороге, сделать удалось 4 сделки. Первая сделка, которую мы предположили, что рынок может отскочить и пойти вверх, к сожалению, то есть я предположил, что рынок пойдет вверх, но ты, опять же, обосновал, что, скорее всего, мы будем двигаться вниз. И так и случилось, да, и так мы понесли, или я понес 5 центов, это 3,25%. Затем вторую сделку я уже пошел в шорт, да, потому что начал видеть, что все меняется. И сделал, так как я также усреднялся, сделал еще даже 31 цент, что составило 2,47, то есть процент ниже, но заработок больше. Потом почему-то мне решилось, ну и под рукой ничего не было, еще раз хочется повторить, что был в дороге, не было под рукой TradingView, смотрел с телефона тоже. Хотелось бы нашим зрителям подсказать, что ни в коем случае не делайте это с телефона, потому что очень мелкий экран, ничего не видно, к тому же не видно ваших прорисовок. А лучше все делать с компьютера, смотреть на разных таймфреймах. Да, почему-то мне показалось, что цена может вот от этого уровня отскочить. Да, я зашел в лонг, ну и хорошо закрылся, то есть сгенерировав всего лишь 5 центов, 4,46%. Ну и последняя сделочка, тоже она совсем мелкая, по-моему, она вот даже вот здесь, ее практически не видно на графике, 3 цента и 3,01. Ну и в сумме получилось, если мы прибавим все убытки и прибыль, да, то получается удалось сгенерировать около 7%. Мог бы поделиться своими выводами, которые у тебя пришли за время дороги, там, допустим, вот ты уже поделился тем, что не надо торговать с телефона, а что-то, может быть, еще какие-то осознания были у тебя? Ни в коем случае не усредняться, да, опять же, усредняться-то можно, но надо это делать правильно. Очень часто захватывают эмоции, да, хочется видеть совсем другую картинку, не то, что происходит на рынке, и начинаешь засаживать свою позицию в глубокую, ну, то есть приближать ее к ликвидации быстрее. И это может очень быстро плачевно закончиться, и вы можете сразу свой депозит очень быстро ликвидировать. И усредняться можно, но когда вы взяли ту сумму, которую согласны потерять на этой сделке, разбили ее на несколько частей, если, ну, вернее, не если, а когда вы не очень уверены в том уровне, хотя я рекомендую, когда сомневаешься, лучше не входить в сделку, а понаблюдать, но бывает такое, что, как любит наш инопланетный гость, вставить отложенный ордер, и, да, потому что человек занятой, то
не уверен в отложенном ордере, поставь его на сумму меньшую, а когда уже доберешься до TradingView, посмотри, в какой ситуации твоя позиция, и когда все пошло по твоему плану, ты можешь увеличить сумму в сделке. Ну, а когда не по твоему плану, то лучше, конечно, дождаться, пока эта небольшая сумма выйдет по стопу, и зайти уже по более понятному сценарию. Скажу, что дисциплину нужно прокачивать постоянно, это то, о чем я говорил, и когда мы видим понятное движение, вот как здесь было, мы ушли под эти синие линии, которые у тебя были основными, подтвердили снизу, и это уже было явным признаком шортовой сделки. Можно было зайти всего в одну и в ней досидеть до данного момента и, в принципе, получить прибыль. Поискать на меньшем таймфрейме разворотную формацию, поставить за нее стоп-лосс, и все. Ну, я так частенько делаю, иногда рука пододвигает, жадность пододвигает рукою чуть поближе к цене, да, и выходишь, а цена потом продолжает идти в нужном направлении. Ну, это что, как мы уже говорили в одном из наших обзоров, кто смотрел, знает, синица в руке очень часто, ну, более желательно, нежели журавль в небе. Ты хочешь дождаться, у тебя должны быть веские основания для того, чтобы передвинуть стоп, и должны быть какие-то признаки, другой новостной фон, да, фон поменялся новостной, либо же, скажем, при такой доминации биткоина, как у нас сейчас, биткоин развернулся, а мы торгуем монеты с прямой корреляцией к биткоину. То есть какие-то должны быть признаки, за которыми нужно прослеживать, и поэтому многие говорят, что нужно зашел в сделку и больше в нее не заглядывать. Это правда, но не вся. Нужно следить за тем, что происходит, дабы предотвратить лишние ненужные никому убытки и иногда забрать по факту ту прибыль, которая уже есть. Ну, тоже не все шло по моему сценарию. Я вышел с небольшим одним стопом. Считал, что мы здесь в восходящем канале, да, вот эта вот история. Потом у нас как будто бы появилась, по моему мнению, консолидация. Я просто расскажу ход своих мыслей. Вот это у нас была первая точка, вторая точка. Ну, я условно посчитал, это третья, это четвертая точка, и хотел торгануть вот вверх и продолжить движение дальше. И, по сути, ну, все могло бы так и быть, но стоп у меня стоял вот здесь. Сейчас я скажу точно, какой у меня был стоп. Стоп у меня был очень короткий, 83. Напомню, 86 я вошел, а 83 у меня был стоп, потому что сомневался я. Вот. Ну и вот здесь меня выбило по стопу. Я сразу же после вот этого подтверждения перезашел еще раз. Цена у меня была входа 16, сейчас скажу, 16.35, значит, я ниже вошел еще. Да, вот здесь я вошел. И благополучно один раз отторговал до сюда. А потом я вошел еще раз примерно по той же цене, уже вот здесь вот и отторговал еще раз вниз. То есть у меня было две небольших. Вот этот трейд был ошибочный, спонтанный такой, да, просто что как бы было раз, два, три, и я вошел уже, потому что вижу нисходящий тренд. Не дисциплинированно, да, но вот здесь вот я уже входил как бы более осознанно, потому что здесь мой уровень, скажем так, не подтвердили. Здесь у меня был уровень смены тренда на 46, но здесь я проморгал точку входа и вошел уже где-то вот здесь, наверное. Короткая сделка получилась, но прибыльная. 2%, 20% с десятым плечом точка входа. Сейчас, что я вижу, скажем, у меня есть понятный уровень смены тренда 2, на который я ориентировался в прошлый раз. И у нас тут была консолидация внизу, у меня есть минимум, мы вышли над этой линией, которая была вот здесь минимумом, и когда мы ее здесь не пробьем, а оттолкнемся, может быть, я подожду еще какую-то консолидацию и от низа этой базы попробую отторговать как минимум сюда, как максимум вот сюда. Ну и стал выбирать я еще попутно волатильные монеты вот этой красной линией, да, то есть вот эта красная линия у меня была ориентиром. Я увидел вот эту консолидацию, и от верхней зоны, где-то 0.2693, я вошел, ну вот где-то здесь. И отторговал. Правда, я не до конца досидел. Выставил цель, чтобы быть спокоен, 25.57 я вышел. Да, получилось у меня 50% и 50
сотых еще процентов. То есть, ну, правильная история, да, которую я прорисовывал уже. У нас нисходящий, да, тренд, или здесь вот база была одна, под ней вторая, скажем так, тенденция нисходящая, есть понятный уровень, который мы пробили, под ним нарисовали базу, и от верхнего уровня можно было пробовать оттолкнуться вниз. На самом деле все классически, за исключением, что у меня была прорисована и вот эта зеленая линия, и была мысль поставить сюда take profit, но как бы, говорю, чтобы быть с синицей в руке, я видел вот этот уровень и в него примерно целился. Поэтому вот такой трейд у меня получился. И мне почему-то показалось, что вот этот, скажем, ценовой разрыв был ближе, но по сути почему-то нас потянуло к этому. Но мы не пришли пока ни туда, ни сюда. Сейчас состояние неопределенности. И на твой вопрос, который, я так думаю, у тебя возник, куда пойдем, я не могу тебе дать сейчас ответ. Спасибо большое. Встречаемся уже завтра. Подписывайтесь, опять же, комментируйте, задавайте вопросы. И до новых встреч, друзья.